Всем привет, дорогие друзья, с вами Максим, и мы сегодня с вами будем обозревать вот такую интересную игрушку, как мне кажется, под названием Брамбле. Брамбл, наверное, так читается. Брамбл The Mountain King. Но что такое Брамбл, я не знаю, а вот Mountain — это, скорее всего, король горы. По-моему, так, не знаю, вообще Hill, по-моему, это гора, но в английском я не силен. Ну, короче, неважно, это демо-версия этой игры. О чем же, собственно, эта игра? Она, я так понял, основана на каких-то сказках. Похожая игра уже была на канале в разборе, первый взгляд. Вот, тут тоже основана на сказках, но подается все это с каким-то темным уклоном. Вот, я так понял, что мы играем за какого-то мальчика, который ищет своего то ли брата, то ли сестру в какой-то волшебной стране, где все идет по одному месту. Вот, и, наверное, вот король горы или под горой, не знаю, Торин Дубощит. Видимо, это наш, типа, главный будет враг. Не знаю, это просто предположение. Вот, трейлер был прикольный, мне понравился в стиме. Такой многообещающий. Давайте уже начнем игру. Так, есть ли у нас Russian Language? Russian Language у нас, к сожалению, видимо, нет. Или может он здесь? Графикс, скрин. Может быть, скрин? Нет, в скрин тоже нет. Кстати, что у меня за графика? Epic. Заметьте-ка, у меня стоит целый эпик. Ну, давайте, короче, попробуем эпик. Селект мы, наверное, не сможем выбрать главу, потому что у нас еще ничего не пройдено. Рекомендуют играть на геймпаде, но я не хочу его подключать, поэтому будем играть на клавомыши. Вот. Вообще, я заметил, в время очень часто игры. Так, и, похоже, игра началась. Ну, давайте так. Сразу я вижу очевидную отсылку, видимо, к этому, господи, как его, к Хоббиту, потому что там тоже была сцена, когда тролли пытались съесть главного героя, но настал рассвет, и они превратились в камень. Вот тут, видимо, такая же фигня, но выглядит, конечно, все это очень красиво. Прям красота. И не тормозит вроде даже. Судя по тому, во что одет мальчик, это, видимо, какие-то германские будут сказки, германский эпос. Может быть, братья Гримм там, не знаю, задействованы. Но вот тролль... Блин. Вот эта пыльца или что такое летает. Прям классно. В жизни такое увидеть хоть раз. Смотрите, кстати, грибок в виде... Или мне кажется, что это там голова типа Джека. Ну, хэллоуинского Джека, ну, вы наверняка видели, знаете. Тыквенная морда вот эта. Короче, что я хотел сказать. Заметил, что достаточно часто стали выходить игры вот подобного жанра. То есть такие типы адвенчурки с каким-то сказочным таким, или может быть постапокалиптическим даже сюжетом. Джамп, ага, так, а вот, кстати, просадки по FPS пошли. И вот, да, все в таком мрачном уклоне. Вот, наверное, Little Nightmares очень сильно сказалось на игровой индустрии, и люди стали делать вот такие игры. Вот Little Nightmares, Inside, Limbo. Вот они все начали, вот, мне кажется, вот этот бум игр с
мрачным сюжетом и вот в таких вот, ну, платформерах, адвенчурах, не знаю, как это назвать. Это круто, я считаю. Вот не так давно Dark Tales обозревал, по-моему, так игра называлась. Так, а что, я там летаю, что ли? А что а чё я должен сделать-то? А, все, понял. Во, просадки закончились. Еще помню, была игра, которую я обозревал. Там мы играли за некого духа земли. Блин, песня классная. Это там кто-то на заднем плане. Похоже, какой-то олень или лань, что-то такое. Блин, ну здорово, здорово. Уже вижу, что люди подошли к игре прям, ну, с душой. Да, это семейство оленей сзади. И на камне, если вы заметили, был какой-то маленький гномик. Отсылка ли к Little Nightmare или нет? Там же тоже были гномы. Но там у них была достаточно такая стрёмная история происхождения. Надеюсь, тут не так. Да, нам сейчас, наверное, предложат понаблюдать за вот этим семейством оленей. Блин, ну песня просто обалденная. Так, а кроме прыжка что-то еще умею? Спринт. Ну, вообще, да, он, по-моему, умеет спринтовать. Что-то сейчас такое он выдал. Так, ежик роялем или что это такое? Радио? А, у меня в руках удочка с червяком, рядом со мной гном, и я сижу верхом на еже. А, никогда бы не подумал, что скажу что-то подобное в жизни в одном предложении. Удочка верхом на еже. Блин, как это мило, ребятки, смотрите. Вообще, кайф, класс. Шик, шик. Так, а что с ним должен делать? Ну, ежик, наверное, плавать умеет. Ежик же умеет плавать, да? Да, ежик умеет плавать. Блин, девоньки, спойте еще раз, мне так прям приятно было. Чуть ли не прослезился. Вот в такие игры, ребят, надо иногда играть. Вот не в GTA, там, уж тем более не в РП. Господи, упаси больше туда вернуться. Ну, нет. Как бы GTA и все вот эти вот шутеры, это все, конечно, круто, клево, но иногда. А вот иногда стоит поигрывать вот в такие игры. Ну, ради разнообразия или какого-то, даже не знаю, просвещения, духовного откровения, не знаю, как это назвать. Вот была прикольная игрушка, которую я обозревал, Lake называлась. Про девушку, которая вернулась к себе домой в свой маленький городок, и там, ну, какие-то происходят события. Не страшные, там, не а-ля Говард Лавкрафт, да, ну, что-то такое обыденное. И вот да, я там тоже говорил, что такие игры, они нужны, в них нужно играть, и это очень хорошо, что они выходят. А как мне теперь слезть с ежика? Прыгать ежик не умеет.
А, может быть, я должен вернуться? Типа я гнома отвез. Ну, или я должен был как-то слезть. А я могу вообще слезть с ежа? На какую эту кнопку? Нет, я не могу с него слезть. А, наверное, R, return. Это типа вернуться, а вернуться куда? Не совсем понял. Но мы сейчас это попытаемся узнать. Ну, давайте нажмем R. А, да, действительно. Return. Жалко, нельзя мальчонку поближе рассмотреть. Хотя рожа у него, конечно. Я все жду, когда нас начнут пугать. Эй, гном, здорово. И я не знаю, должен ли я искать здесь какие-то обходные пути или просто идти наслаждаться, скажем так, видом. Ну, то есть, может быть, тут все совсем шаблонно. Ой, не шаблонно, а коридорно, вернее. Смотрите, одуванчики, они живые, смотрите. Круто. Я даже чихаю от их пыльцы. Ну, вернее, этих парашютиков, как я их называю. Стойте! Я хочу кого-нибудь из вас поймать. А ну стой, 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 стой. Почти, почти догнал. Догнал. Ладно, все, хватит дурью маяться. What's up, man? Хотя, скорее всего, это тетя. А, кажется, я понял, что я должен сделать. Я должен загнать одного из одуванчиков к ней, чтобы она чихнула. Да? Да, 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 да. Прикольно. Оп, запрыгнул. Ты поаккуратней. Ты чё плачешь, друг мой? Что ты там увидел? А, ты типа потерялся. Какой ты милый парнишка. Ну, пошли. Видимо, нам нужно через воду, да? А вы еще что за головастики? Прикольно, слушайте. Мне нравится. Я бы даже, знаете, не играл... наоборот, я бы играл в эту игру, даже если бы она была не страшная. Просто ради, ну, приятных ощущений каких. Так, вон там какая-то темная фигурка. Что это такое? Так, это можно поворачивать. Это какой-то идол. Видимо, мы должны эти идолы собирать. Ага, нельзя. Чего? Use left чего? Control to crowd, чтобы... чтобы красться.
Всё, понял. Намек ваш понял. Так, а сюда я могу спуститься? А, могу, слушайте. А, понятно. Я крючок такой сделал лишний. А, вот эти цветочки, они же тут как раз стояли у нас, да? Здравствуй, папа гном. Да, надо было шапочку поправить обязательно. А вот теперь я знаю, что происходит. Мы попали в сказку с вами про крысолова, скорее всего. О, тут управлять надо. Ура! А я думал, это кат-сценка. Я попал куда надо, да? Да, попал. Так, а чё это я взял? Вот оно что, Михалыч. Это надо зажать и держать. Там мост. Черт, развалится. Какой-то звук нехороший. Там есть кто-то? И что мне с этим делать? Оп. Ага. Assassin's Creed. Вернее, это, скорее всего, не Assassin's Creed, а Darksiders 2. Так, а тут что-то невкусное сидит. Ёлки-палки. Это что был за звук? Но в клетке чувак точно не живой. Не знаю, зачем это главный герой сделал. Но теперь шататься будет. И прыгать, наверное, нужно сверху. Опа, да, есть контакт. Блин, прикольно, интригует. Что это за место? Ну, судя по тому, что какие тут огромные клетки, видимо, мы в стране каких-то великанов. Может быть, тех же самых троллей. Летучие мыши, кстати. Мышки. Так, нам что-то хотят сейчас показать очень стрёмное. Нет? Нет. Что это за звуки там?
А, смотрите, она наклоняется в ту сторону, где мы типа стоим. О, успел. Кому-то это явно не понравилось, то, что мы сейчас там устроим. Ух ты! А куда надо было прыгать? Благо, недалеко. Прыгай, малыш. Блин, прикольная механика. Мне нравится. Очень редко где такое встретишь. Я, наверное, вообще ни в одной игре такого не видел. Так, идолов нету тут нигде. Так, надо вверх подняться. И успеть перепрыгнуть. Апа. А там еще в клетке этот чувак живой. Смотрите-ка. Давай ползи быстрее. Блин, ну вот бешеный. Чтоб тебя забрали, черти. Так, ну и где, собственно, главный? Вот он, слышу. Где-то прям совсем близко уже. Они мне что, предлагают в темноту идти? Ну да. Реально сейчас очень похоже на Inside игру. Ну-ка, что там нарисовано, смотрите. Значит, человек со скрипкой издает какую-то музыку. Причем это не человек, это тролль какой-то. И люди типа его слушают. А потом он кастует какую-то магию и всех убивает. И он снова кастует какую-то магию, и снова все... все в сон погружаются, наверное. Давайте сделаем на этом... На фоне этой штуки фоточку. Сколько у меня материала теперь на превьюшечку. Так, ну и... О нет, опять он. Так, а я своим телом сейчас не управляю, нет? Блин, она меня заметила. Беги! Нет времени. Черт, давай, 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 давай. Так, нет. Я близко к этой руке не подойду. Это тролль. Ладно. Блин, я не сделал фоточку на заднем плане с этой чувырлой. У меня еще, наверное, будет такая возможность. Черт, черт, бежим. Бежим. Бежим.
Сейчас, пока она будет там тупить. Давай. Есть. Черт, она за мной гонится. Давай, давай, беги, малыш. Беги, малыш. Черт. Залезай. Вот тварь, а. Где она? А, вон она. Чисто уровень в инсайде, где была пушка звуковая. По-моему, люди вдохновлялись этой частью игры. Иди. Беги! Давай, 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 давай. Есть. Ага, вижу, вот здесь можно защититься. Везде, где есть всплески, можно спрятаться. Не успею. Блин. Так, ждем, ждем. Отлично. Веселье. Не успею. Блин. Надо бы каменюки дождаться. Стой, стой, стой. Назад. О, отлично. Отлично. А чё, меня снесло? А как? А как меня снесло? А, меня камнем, что ли, убило? Похоже, да. Так, ладно. Давай, 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 давай. Есть контакт. Чуть-чуть назад. Все? Она закончила? Отлично. Оно закончило. Hold. А, удерживай Ctrl. Типа, когда она вылезает. Чтобы спрятаться в траве.
О, это очень плохо. Когда подводные монстры тебя кидают на подводную локацию, ну или надводную, то это все, это считай. Хорош кашлять, она сейчас поднимется сзади. Я почти уверен в этом. Ага, вот люди, или кто-то, может быть, не люди, сидели и пытались спастись. Им не помогло. И мы узнаем историю этой или этого прекрасного молодого человека. Когда-то он был хорошим музыкантом, который играл музыку просто как боженька. Люди за это не любили его, потому что его любили прекрасные женщины, а мужики не любят конкурентов. И тогда парнишка понял, что хватит с меня этого дерьма, я сделаю такую музыку, что вы все просто очешуеете. И все так долго танцевали под его прекрасную музыку, что упали замертво. Тогда этот молодой человек утащил одну из своих жертв в лес и играл ей там и по сей день свою адскую мелодию. Ну вот такие вот дела. Так, а все? Там больше ничего нет. Надо было прочитать эту историю с большим каким-то... С большей выразительностью, я бы сказал. Я только не понимаю, зачем он только одну жертву утащил. Для чего? Тут как бы не показывается. То, что вот это монстрила, это он, это понятно. А где мадамс его? И зачем она ему была нужна? Потому что его никто не любил, но вроде его любили девушки за его музыку. Его мужики не любили. Я, ну, чё душой как бы кривить, тоже иногда завидую людям, у которых есть талант. Но я завидую не потому, что там, да, хочу его... Вернее, нет. Я завидую ему, этому человеку, но я не хочу его побить за это. Вот, то есть зависть бывает разная. Бывает зависть, когда ты не умеешь признавать в том, что признавать самому себе. Ух ты, блин. Честно, сейчас прям напугал. Коза. Козел. Райдер, ой, блин. Вот этот мужик сейчас он выпрыгнул, у меня прям это сердце в пятки ушло. Я не могу сосредоточиться на мысли, я опять врезался в тот же самый угол. Музон. Не, музон классный здесь. Прям экшен. Ай-яй-яй. Прощайте мои ноги. После такого удара наверняка вывих или перелом, что-нибудь такое. Да блин, вот этот корень меня просто достал. Я могу прыгать под водой? Какие-нибудь финты я могу делать, нет? Немножко напоминает на Сеге, была игрушка про Симпсонов, про Барта. И там был уровень, где нужно было типа в аквапарке по трубе на тюбинге плавать. Чем-то напоминает. Ну там, конечно, графон хуже и не такая эпичная музыка была. Но идея примерно такая же. Его как-то сносит, я заметил. Вот в важных местах нужно прям сильно продавливать кнопочку, чтобы вот так вот не врезаться. Сначала? Да ладно, блин.
Даже в игре про Барда такого не было. Там были, скажем так, стейвы места. Так. О, есть, я въехал в поворот. Чёрт! И это был конец демо. Короче, если вам игра понравилась, прошу обратить на нее внимание. Называется она Bramble. Дальше я не буду читать, потому что моя English не good совсем. Я считаю, что проект интересный. Еще бы сделали... В принципе, нет, русский перевод здесь не нужен. Тут и так все понятно. Вот. Не знаю, что добавить к этой игре, но может оптимизации получше, потому что да, в некоторых моментах проседает FPS, но вообще проект прикольный, криповый, прикольный, я советую вам ознакомиться, если любите такие вещи. Все, я с вами прощаюсь, спасибо за внимание, всем пока.